Высокий холестерин, головные артерии, холестериновые бляшки и стеноз, зрение, слух сильно понижены, заторможенность мышления. Когда у человека появляется высокий холестерин, это говорит о том, что человеку необходимо сказать «стоп» при употреблении определенных видов питания. Какие это виды питания? Необходимо полностью убрать глюкозу в любом ее проявлении. Старайтесь максимально уменьшить употребление углеводов на длительное время, хотя бы на 3-4 месяца. Начните использовать препараты моей компании Глюконорм и гликоцитрохромин, ЕМА. Это препараты, которые помогут убрать вот эти тромбозы сосудов. Далее, увеличьте количество сна до 7-8 или даже 9 часов. Обязательно найдите дерево можжевельник, и в тот момент, когда солнечные лучи падают на можжевельник, выделяются определенные фитосапонины этим деревом, которые доказано в медицинских исследованиях устраняют и снижают холестерин, также рассасывают бляшки. Именно поэтому отдыхать вместе или гулять в парке, где находится можжевеловые деревья или можжевельник растущий, и находиться рядом с этим можжевельником в тот момент, когда на него падают солнечные лучи, очень полезно для тех людей, у кого высокий холестерин. Следующее. Холестерин можно снизить, если принимать небольшое количество соды. Принимать четверть чайной ложки на стакан холодной воды 1 раз в день. Это будет снижать холестерин. Опять-таки, по моему мнению, холестерин является следствием недосыпания у человека. Проверено, не эмпирически, а проверено и доказано горьким опытом на протяжении десятилетия, что люди, которым я советовал спать на 1 час дольше или на 2 часа, принимать в большом количестве витамин Е, его можно принимать, увеличив количество употребления, допустим, оливкового масла, рыбьего жира. Также можно принимать витамин Е нашей компании. Витамин Е в нашей компании продается 1000 микрограмм в одной капсуле. Принимать 2 капсулы 3 раза в день совместно с 1 таблеткой препарата цистин, это снижает холестерин. Но в случае, я считаю, что проявление неврозов, недосыпания человека, переживания, именно это больше всего воздействует на появление холестерина и, как правило, появление в дальнейшем вот таких проблем. Также есть препараты, которые называются вазодилататоры. Это препараты, способные расширить стенки сосудов для того, чтобы лучше кровь поступала, допустим, к мозгу, если есть стеноз сосудов или окклюзия сосудов шейного отдела. И данные препараты, это, допустим, препарат Рутин нашей компании. Второй препарат — это Гваргин нашей компании. Есть такие препараты, которые продаются просто в аптеке. Это препарат Аскорутин. Его можно принимать. Это аскорбиновая кислота или ниацин-аскорбиновой кислоты. Вернее, нитрат аскорбиновой кислоты, ниацин — это не то. Нитрат аскорбиновой кислоты совместно с рутином. И в комплексном применении данного препарата можно улучшить состояние сосудов, то есть вот эта вазоконстрикция будет исчезать, сосуд будет расслабляться, и будет происходить вазодилатация. Можно использовать вещество, которое называется спрей окситоциновый, в моей компании он продается, брызгать себе в носовую полость 2-3 раза в день. Это тоже способствует расслаблению сосудов мозга, расслаблению сосудов шейного отдела и позвоночных артерий. Улучшение происходит циркуляции коры головного мозга. Также есть препарат, он называется Эмбрио Плюс. Я рекомендую использовать данный препарат для улучшения общего состояния в случае, если есть стеноз сосудов или окклюзия сосудов. В случае, если очень помогает при этом использование любых мазей. В случае, если у вас головокружение, шумы в ушах, в случае, если у вас нарушен поворот головы в левую или в правую сторону, в случае, если вы ложитесь, у вас головокружение, или встаете, у вас головокружение, это говорит о том, что у вас, скорее всего, сформирован остеохондроз, который приведет в дальнейшем к
протрузиям, который в дальнейшем приведет к грыже, который в дальнейшем и так далее. То есть в случае, если это уже происходит, у вас есть головокружение, то не нужно делать никаких гимнастик, никаких занятий. Начните смазывать вашу шею. Первое, мазью, которая может убрать миозит или воспаление мышечной ткани. Это может быть мазь Габбана компании Тибетская формула или мазь Золотой бальзам Дуйко. И второе, это бишофитовая мазь. То есть бишофитовой мазью один раз в день, мазью Габбана один раз в день можно использовать для самого позвоночника на всякий случай. Еще мазь вертебрализовая. Если и первой, и второй, и третьей мази у вас все-таки нет, можно использовать медицинскую мазь компании, любой вьетнамской компании, на которой есть изображение тигра, она в народе называется тигровая мазь, или есть еще мазь вьетнамская на основе яда кобры, она называется тромбоксетин или тромбоксетиновая. Вот можно использовать вот такую мазь вьетнамскую, смазывая шейный отдел, смазывая саму шею и смазывая весь грудной отдел позвоночника. В случае, если у вас хрустит и скрипит в грудной клетке, это говорит о том, что вы страдаете остеохондрозом грудного отдела. В случае, если при повороте влево и вправо, при скручивании позвоночника в поясничном отделе у вас в тазовой области появляется хруст, это говорит о том, что у вас остеохондроз пояснично-крестцового отдела. В случае, если вы не можете повернуть шею, у вас головокружение, при наклоне влево, вправо, вперед, назад, при расположении тела на левом боку или на правом боку у вас начинается сильнейшее головокружение или даже потеря сознания, при вставании, при быстром наклоне, в утренние часы шум в ушах, свист в ушах, это все говорит о том, что вы страдаете хроническим остеохондрозом и вам необходимо начать использовать мази и уменьшать количество употребления поваренной соли, увеличивать при этом употребление растительных компонентов, которые ускоряют выведение солей кальция и солей натрия из вашего организма. Какие это вещества? Это рис вареный. Можно сварить рис без масла и соли, принимать его на протяжении дня там, по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Второе, это мед. Можно принимать мед, в меде находится большое количество калия, калий является антагонистом кальция, тем самым убрать кальциево-натриевые соединения, кальциево-фосфорные соединения из мышц и тканей, которые находятся возле позвоночника, убрать общий солевой диатез, помогут вот эти препараты. Можно ли в это время принимать кальций? Да. Можно принимать кальций. Тогда получается, человек говорит, как же я буду принимать кальций, если мне нужно наоборот кальций убирать? Нет, вы ошибаетесь. Кальций, который вы принимаете, является кальцием эндогенным, и он способствует устранению солевого диатеза. А кальций экзогенный, то есть тот кальций, который мы принимаем, это экзогенный кальций, принятый извне. А эндогенный — это тот, который вырабатываем мы сами. Так вот, тот, который вырабатываем мы сами, для нас не полезный. А тот, который мы вырабатываем, который мы принимаем извне при артрите, артрозе, может быть для нас полезным. Таким образом, принимать можно и мед, и молоко, и творог. Это все позитивно. Это все позитивно сказывается на общее состояние наших и артерий, и позвоночника. И это все можно использовать в ходе лечения, в том числе головокружения.